Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вашему дому, мира вашему сердцу, добра и благополучия. И очень важное пожелание благоприятной, благодатной погоды вам на эти прекрасные дни, о которых мы сейчас будем говорить. Самое главное – вам здравия и хорошего настроения, потому что впереди нас ожидает новолуние и солнечное затмение. Итак, рассмотрим все дела, которые мы можем или не можем делать с 28 апреля по 2 мая 2022 года. Как всегда, начнем с агрогороскопа. И это снова же время с 28 апреля по 2 мая включительно, время киевское. Начинается вот этот период, который мы рассматриваем, он более-менее рабочий, потому что геката начнется с 23 часов 29 минут, поэтому весь световой день мы сможем поработать. Но вот над чем работать, как раз отвечаю на вопрос тех, кто хочет посадить лук или чеснок. Сейчас яровой чеснок, это северные регионы, центральные, конечно, регионы. Можно посадить лук на репку, яровой чеснок, и эти овощи будут заложены на хранение и будут хорошо храниться. Единственное, чуть-чуть меньше урожая, чем в тельце, но в данном случае у нас телец выпадает как раз на солнечное затмение, на новолуние. Это время черной луны, поэтому вот у нас из этого агрогороскопа с 28 апреля по 2 мая вот один единственный день, когда можно будет использовать для посадки лука на репку и ярового чеснока. Пожалуйста, вот это отвечаю на ваш вопрос еще раз и делаю заметку очень важную для того, чтобы вы посадили лук и чеснок. С рассадой в овне не работаем. Для цветов, для комнатных цветов растений актуальна защита от вредителей и болезней. Поливы в овне бесполезны, подкормки опасны. Это знак стихии огня. Зато в саду можно заниматься обрезкой садовых растений. Но, естественно, уже пришло время защиты растений от вредителей и от болезней. Зеленые операции можно проводить и даже нужно. Заготовки тоже качественные получаются. Настойки снова же тоже как. И работа с посевами и посадками 28 числа, только вот этот период, можно проводить вот работы по изготовлению настойки или каких-то мазей. Рыбалка отменяется, сбор лекарственных растений тоже можно, но берегите всегда, напоминаю, растения. Не все подряд, не режьте, не убивайте растения. Берите ровно столько, сколько вам надо. Для комнатных овощей актуальны зеленые операции, а также защита от вредителей и от болезней. Ну вот казалось бы, что здесь тоже 29-го тоже знакомо, это геката. Это время черной луны перед солнечным затмением и новолунием, поэтому никаких посевов не делаем, рассаду не высаживаем. Для цветов, конечно же, защита от вредителей и болезней, это делается поливы снова же. Бесполезной подкормки тем более нельзя делать. Но в саду можно обрезать растения и заниматься защитой растений от вредителей и от болезней. Зеленые операции можно проводить, заготовки тоже. Но квашение не проводим. Настойки тоже не делаем, здесь уже черная луна работает. Рыбалка отменяется, сбор лекарственных трав тоже не делаем. Для комнатных овощей зеленые операции, а также защита от вредителей и болезней. Итак, смотрите, у нас те, кто спрашивал по поводу квашения, у нас вот 2 дня нельзя будет это делать, зато уже вот это важное дело приближается, и это можно будет уже начинать 30-го, но давайте еще раз внимательно рассмотрим завершающий день апреля 2022 года, 30 апреля, это время, когда
уже с 3 часов 20 минут Луна будет в знаке Телец, и это сутки новолуния и солнечного затмения. Поэтому никакие посевы не проводим. С рассадой тоже не трогаем ее сейчас. Очень сложное время. И я хочу сразу же вам тут же ответить на ваши вопросы, что касается вот этих дней в Тельце. Пожалуйста, и 30 апреля, и 1 мая, и 2 мая все одинаково, ничего не сеется, не работаем с рассадой. Это время черной луны. Смотрите, черная луна 2 до 23 часов 29 минут. Не трогайте растения в это время и сами себя поберегите. Но для цветов и комнатных цветов будет тоже снова же актуальным одно задание — защита от вредителей и болезней. Ваши вопросы как раз свидетельствуют о том, что уже появляются различные вредители. Для поливов очень хорошее время. Если здесь были бесполезны в Овне, то в Тельце прекрасно проводить поливы. Но 2, пожалуйста, до 12 часов дня завершите. Далее знак Близнецы — это знак стихии воздуха. Нельзя будет поливать. Поэтому вот поливы очень хорошо утром сделать. Подкормки можно проводить, но так как это солнечное затмение и новолуние, то минимум питательных веществ делайте для подкормок. А уже 2 не делайте никаких подкормок. Для сада еще можно использовать вот эти все дни для обрезки садовых растений, а также для защиты растений от вредителей и от болезней. Можно еще проводить зеленые операции. Заготовки можно все эти дни делать. А вот квашение капусты, пожалуйста, будьте внимательны. 30-го весь день, 1 мая весь день, все сутки. А вот 2 мая нужно завершить вот эту заготовку с капустой только до 12 часов дня, чтобы успела она, начала уже процесс вот этого квашения, потому что у нас с 13 часов 48 минут будет уже переход Луны в знак Близнецы. Старайтесь утром это дело сделать, и будет очень вкусная капуста. Настойки не делаем в эти дни. Рыбалка ни в коем случае, и нерест, и вот это время очень сложное. Вся рыба отдыхает, и ей тоже не очень приятно, тоже такие же напряжения, как и для Земли, и для человека, и для растений. Они все одинаково воздействуют, вот эти космические энергии солнечного затмения, новолуния, на все сущее на Земле и в Земле. Сбор лекарственных трав тоже не проводим. Что для комнатных овощей? Здесь добавляются важные дела в Тельце. Зеленые операции можно проводить защитные мероприятия и очень хорошо проводить поливы в это время, вот 30 апреля и 1 мая. Здесь же поливы 2 мая можно проводить только до 12 часов дня. Идем дальше. Луна для дома и для здоровья снова же в этот период с 28 апреля по 2 включительно мая 2022 года, время киевское. Смотрите, здесь очень разные энергии, и по-разному будут у нас строиться дела. Напоминаю, что это время у нас 30-го новолуния и солнечного затмения. В связи с этим очень много дел будут у нас отменены. Если бы это было на растущей или убывающей луне, знак Телец был бы прекрасен для различных дел в нашем доме, и для дома, и для здоровья. Ну, давайте конкретно. Итак, 28 и 29 апреля луна убывающая в знаке Овен. В Овне при растущей и при убывающей луне прекрасно, и печка без дыма, и камин хорошо разжигается. Так что, так как у нас еще эта тема тепла актуальна, то вот, пожалуйста, подсказка. Здесь будет все нормально. Для того, чтобы приготовить тесто в это время, нужно увеличить количество жидкостей или же уменьшить количество муки. Вот я уже это столько раз испытываю, очень быстро подсыхает тесто, так что учтите это дело. Для рукоделия в дни Овна лучше ничего не начинать. Это время огня, скорости, поэтому ничего такого творческого супер не получится.
А вот здесь прошу вас обратить внимание, у нас вот в этот период солнечного затмения вот один день только можно будет использовать для стрижки волос, только 28 апреля. Затем у нас уже красненькие нет, нельзя. Стрижка ногтей тоже. И вот покраска волос тоже нельзя использовать в это время. Видите, нет, ни стричься, ни ногти, ни покраска. Вот у нас 29-го тоже в Овне тоже это не делаем. Но зато мыть волосы, пожалуйста. Уход за кожей тоже в это время в знаке стихии огня не воспринимается клеточками вот эти все крема, которые вы готовите, или мази, что вы там делаете. Эффект не тот, на который вы рассчитываете. Очистка кожи завершается, курс как раз на убывающей луне 28-го еще проводите, как обычно, а вот завершающая вот эта манипуляция для очистки кожи, сейчас используют многие чистотел, вот это утром завершающий период. Ремонт можно проводить, проветривать вещи при хорошей погоде, в солнышке тоже можно. Стирку не рекомендуется проводить, качество будет не очень хорошее. Уборка тоже качество не порадует. Для инкубации, вот этот период, который мы с вами рассматриваем, единственный день, который еще можно заложить на инкубацию куриные яйца, это 28 апреля. Затем у нас все прочерки, то есть мы уже ничего не должны закладывать. По крайней мере, качественного выхода не будет, если заложить в эти дни. Итак, мы с вами рассмотрели вот энергии Овна, четверг-пятница, 28-29. Ну и вот эти очень сложные дни, нужно обязательно подготовиться к ним 30 апреля, 1 и 2 мая. Возможен дым, если будете зажигать, будьте внимательны, может с камина дым рвануть в комнату или кухню, где он у вас находится. Зато с тестом не будет никаких проблем, нормально все получится. И рукоделие в Тельце, независимо от фазы Луны, всегда прекрасно. Руки прямо тянутся, то ли что-то красивое связать, или придумываются какие-то идеи, приходят, записывайте и потом воплощайте их в жизнь. А вот теперь обратите внимание, стрижка волос, стрижка ногтей, покраска волос в эти 3 дня запрещена. Конечно, вы можете это сделать, но тот, кто бережет свои волосы, следит за своим здоровьем, не будет этого делать. Это новолуние, это солнечное затмение. Очень серьезное стрессовое время для нашего организма, и волосы наши, ногти являются очень важными соединяющими нитями, которые нас связывают и подпитывают энергией. Поэтому не срезайте, не стригитесь в это время и не красьте волосы. Далее мытье волос, вот можно его проводить. Уход за кожей в знаке Телец прекрасно. Очень хорошо вот эти ваши самодельные крема или же какие-то натертые овощи сейчас из зеленушка, кто что делает. Вот, пожалуйста, очень хорошо в эти дни можно использовать для тела. Теперь очистка кожи у нас уже завершилась, и мы ее пока вот этот период, далее растущая луна, не будем делать манипуляции с нашей кожей. Для ремонта это плохое время, и для проветривания вещей тоже плохое время. Зато прекрасно получится стирка. В Тельце замечательно можно проводить стирку и уборку. Очень хорошее время для этого. Ну, а что касается инкубации, мы только что говорили, у нас единственный день с этого обозреваемого периода, когда можно заложить яйца на инкубацию. И на инкубацию это яйца курей. Вот такой у нас сегодня гороскоп для домашних дел. А теперь уделим внимание нашему здоровью. Итак, 28-29 апреля в Овне будут уязвимы голова, то есть кости черепа, головной мозг, сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха,
органы обоняния, а также зубы. Это время как раз перед солнечным затмением, перед новолунием. Очень сложный период. Кроме того, что в Овне нельзя проводить операции на голове, в это время уязвимы глаза и зубы, головной мозг, носоглотка и другие органы головы, также в это время нельзя проводить любые другие плановые операции. Могут возникнуть различные осложнения, поэтому постарайтесь от этих операций отказаться. Перенесите на другое время. А если уже какая-то что-то такое чрезвычайное произошло, то, естественно, медицинская помощь будет оказана специалистами по их усмотрению. В это время, кстати, очень обостряются радикулиты, ревматические боли донимают, появляются грыжи позвоночника, они тоже очень беспокоят, артрозы беспокоят, остеохондрозы. И обратите внимание, пожалуйста, в Овне, тем более перед солнечным затмением, не используйте крепкий чай, кофе и алкоголь. Ну а что касается питания, то что у вас есть, что доступно, используйте, готовьте во благо своего здоровья. 30 апреля, день новолуния и солнечного затмения, а также 1 и 2 мая, это все энергии Тельца. Луна будет находиться в знаке Телец, только 2 после 13 часов 48 минут перейдет в знак Близнецы, но здесь все-таки энергии Тельца. Но кроме этого очень сложное время, стрессовое время, это солнечное затмение воздействует. Но кроме этих всех предупреждений хочу напомнить, что в Тельце уязвимы горло, шея, глотка, миндалины, бронхи, щитовидная железа, паращитовидная железа, эндокринная система, язык и нижняя челюсть. И в первую очередь мы напомним, что в Тельце нельзя проводить операции на горле, на зеве, на гортани, на щитовидной железе, на пищеводе, а также нельзя удалять гланды. Могут возникнуть проблемы с сосудами, имеется в виду атеросклероз и тромбофлебит, а также в это время наблюдается обострение ишемической болезни, особенно уязвима область шеи, защемление нервов, пережатие сосудов позвонками в области шеи. Кроме этого всего, также будет наблюдаться такая стрессовая энергия, стрессовое состояние, и может задеть в это время, кроме названных органов, и другие наши органы, системы. И, естественно, попрошу вас беречь себя в этот период. Все мы успеем сделать, не волнуйтесь, солнечное затмение завершится и начнется труженик, май месяц, и мы все с вами успеем сделать. Но вернемся к питанию. Здесь очень важно. 30 апреля, 1 и 2 мая, пожалуйста, не используйте продукты такие, как молоко, сливочное масло, различные соленья, мучные изделия, кофе, алкоголь и сладости. А все остальное, пожалуйста, снова же во благо вашего здоровья. Ну что ж, подошел к завершению наш сегодняшний утренний выпуск. Мы, авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик, желаем всем вам искренне еще раз здравия и мира вашим домам, благодатной погоды. Ну а теперь остается нам сказать только, что мы встретимся в следующем видео. Обязательно с вами встретимся. До новых встреч в новых видео. Будьте здоровы. Пока-пока.